Какой он красивый и благородный получается. На вкус просто сказка. Попробуйте. Идеальное сочетание всех продуктов. Рекомендую. Всем привет! Я Света и вы на канале Home Food. Подпишитесь, если вы еще не со мной, и давайте скорее готовить. Для сливочно-шоколадного крема растапливаем 80 грамм темного шоколада. Я это делаю 20-секундными импульсами в микроволновке, каждый раз перемешивая. В подходящую чашу вливаем 250 мл жирных холодных сливок. Добавляем к сливкам растопленный шоколад. 15 грамм какао-порошка, 50 грамм сахарной пудры и еще чайную ложку ванильного сахара и 250 грамм сыра маскарпоне. Взбиваем продукты миксером до пышности и загустения. Главное не перевзбить, иначе крем станет жидким. Когда остается четко заметный след от венчика, останавливаем миксер. Готовый крем накрываем и убираем временно в холодильник. Заранее подготавливаем противень. Застилаем его пергаментом и смазываем растительным маслом. Для бисквитного теста берем 6 средних яиц. Добавляем к ним 150 грамм сахарного песка, 1/4 чайной ложки соли и 8 грамм ванильного сахара. Теперь наша задача взбить массу до пышности. Она должна увеличиться примерно в 3 раза. Сахар должен полностью раствориться. Немного наклоняем миску. Так яйца взбиваются быстрее. Небольшой лайфхак. В уже хорошо взбитые яйца вливаем понемногу 50 грамм растительного масла без запаха. Миксером непрерывно взбиваем. Масло придаст тесту влажность и эластичность. Смешиваем сыпучие ингредиенты. 100 грамм пшеничной муки, 6 грамм разрыхлителя, 30 грамм крахмала и столько же какао-порошка. В 3 приема просеиваем в миску. Перемешиваем аккуратно венчиком, сверху вниз. Тесто получается пышным и воздушным. Готовое бисквитное тесто выливаем на противень. Он у меня стандартный, размером 30 на 35 сантиметров. Если у вас противень есть побольше, берите его. Он идеально подойдет. Бисквитный пласт получается тоньше и будет легче сворачиваться. Выпекаем тесто в разогретой до 200 градусов духовке около 12-15 минут. Готовый бисквит не должен прилипать к пальцу. Деревянная палочка должна выходить сухой. Немного припыляем пласт сахарной пудрой. Можно наполовину перемешать с крахмалом. Накрываем бумагой и переворачиваем на другую сторону. Снимаем нижний пергамент. Еще теплым сворачиваем. В таком виде оставляем до полного остывания. Для пропитки смешиваем 100 мл теплой кипяченой воды, 4 грамма растворимого кофе и 30 грамм сахара. Размешиваем до растворения сахара и также оставляем остыть. Остывший бисквит пропитываем пропиткой. Сверху выкладываем вкуснейший сливочно-шоколадный крем. Этот крем получается неоднородный. Шоколадные крупинки придают ему свой шарм. Это просто надо пробовать. Распределяем крем по всей поверхности.
Со стороны, с которой будем сворачивать, делаем слой крема толще, а с противоположной стороны наоборот тоньше. Печенье савоярди исключительно по желанию. Их также пропитываем пропиткой. Понадобится буквально 5-6 штук. Сворачиваем рулет, при этом помогая пергаментом. Весь рулет оборачиваем бумагой и в таком виде убираем в холодильник для стабилизации на 5-6 часов или еще лучше на ночь. У нас наступило утро. Для приготовления глазури измельчаем 100 грамм темного шоколада. Всыпаем крошку в сливки. Понадобится 70 мл жирных сливок. Импульсами нагреваем в микроволновке и каждый раз перемешиваем. Мне понадобилось 50 секунд. Не перегревайте. Обмазываем готовый охлажденный рулет со всех сторон обильно красивой глянцевой глазурью. И еще на 15 минут убираем в холодильник, чтобы глазурь схватилась. Очень аппетитно получилось. Красивый и благородный красавец вышел. Однозначно рекомендую вам испечь. И для совершенства присыпаем бисквитный рулет трюфель обильно какао-порошком. Сложно было ждать детям утра следующего дня. Очень хотелось его попробовать. Готовьте с удовольствием. Приятного всем аппетита! Понравилось видео? Подпишись, прокомментируй и поделись роликом с другом. А еще спасибо за палец вверх. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов. Пока-пока.